Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте. Сегодня я и мой сыночек Димочка будем делать сырники, которые вы просили давно, но у нас все никак не получалось. А теперь вот состыковались. Творог подвезли, да? Да, и творог подвезли, тот, который нужен. Вот, поэтому мы будем делать. А какой-то нужен особенный, да, творог? Чем жирнее творог, тем лучше. Понял. Вот я взяла 9% творог, 3 пачки. Угу. На каждую пачку я вбиваю по 1 яйцу. Это какие-то домашние, судя Да, по это домашние яйца. цвету. Ага. Ну, не домашних, значит, будут такие яйца. Ага. Вот. Не домашние. Да. Угу. Так. Вот. 3 яйца я вбила. Угу. Теперь мне нужно соли. Сколько покажи? Соли, сейчас я вам покажу. Вот так. Вполне хватит. Пол чайной ложки, ну, не пол чайной чуть ложки. больше? Чайная ложка без верха. Ну, хорошо. Да. Угу. Если вы не любите сладкие сырники, значит, вот посолили чайную ложечку соли и пол столовой ложки добавьте сахара. У меня в семье любят сладкие сырники, поэтому на каждую пачку я кладу по ложке сахара, да? Столовых, да. Да, мы такие сладкоежки. Да. У тебя потрясающие сырники. Вот я теперь понял, почему они настолько вкусные, потому что у них соль есть. Да. И тогда вот этот контрастик, он как раз таки срабатывает невероятно. Так. Теперь ванильку добавляем. На вкус и... Ну, это уже каждая хозяйка как посчитает. Если чистая ваниль, то, конечно, 1 каплю. А у меня ванилин, я, конечно, побольше. То 2 капли. Да. Вот так. И опять-таки я буду добавлять не муку пшеничную, а буду добавлять муку кукурузную. Да. Почему я ее добавляю? Вы уже знаете, что у нее ореховый вкус при жарке получается, это раз. А потом я вам хочу сказать, что вот пшеничная мука и кукурузная мука, они друг от друга отличаются. Чем отличаются? Пшеничная мука горит, когда вы обваливаете в муке и жарите, а кукурузная мука, они получаются такого бежевого, красивого цвета. Вот поэтому мне больше это нравится. Правда. Да. Это правда. Значит, на каждую пачку я кладу по 1,5 ложки муки. Вот 3 ложки сверху и 4 ложки. И еще половинку. И еще половиночку. Хорошо. Вот так. Как у все точно, как в аптеке. Да, да. Все. Теперь будем перемешивать. Перемешиваю я все руками. Кстати, про творог. По-моему, еще где-то... Да, творог, вот мы пекли тогда творожный пирог, когда, и я покупала творог. Но тогда творога 9% не было, и я купила меньше жирности. Да, я хотел спросить вообще, а там как лучше? А вот, конечно, если бы 9% творог, то бы это не пирог, а сказка получилась. Ага. Ну, то есть, чем жирнее, тем лучше. Да. Понял. Кстати, кто не видел этот потрясающий, просто невероятный пирог, смотрите после этого видео, я вам ссылочку оставлю. Восхитительно. Рекомендуем, да? Да. Тем более скоро начнутся. Вот день всех влюбленных завтра. Ну, боюсь, что мы не успеем с этим видео к Дню влюбленных. Ну, к следующему Дню влюбленных, знаете. А я помню в детстве, как я с удовольствием плетал тот пирог. Это что-то было невероятное. Значит так, мы размешали наш творог с яйцами, с сахарком. Какой аромат. Теперь добавили туда соль, добавили туда ореховую кукурузную муку. И вот у нас получилось творог вот такой консистенции получился. Вот вы видите, вот он как будто бы и не жидкий, но в то же время и не твердый, такой вот забитый мукой. Вот наша масса творожная готова для сырников. Мы теперь будем
их запекать. Скорее Я лучше. поджарила, поставила сковородку на огнераспылитель, опять-таки. Вот. Теперь налью сейчас постного масла, тоже, чтобы они жарились, 1/3 масла покрывала каждый сырничек. Ага, то есть вот на высоту 1/3, да? Да, Боковинки, да, чтобы да. закрывала. Да. Вот. Насыпаю сюда в тарелку эту кукурузную муку. А теперь буду брать ложкой и сюда опускать. Так. Вот я сейчас 4 ложечки приготовлю, а потом буду обваливать в этой муке. Вот, смотрите, вот так обваливаем их. Мукой сильно не забиваем. Вот видите, я вот взяла, и она спокойно отходит от рук. Видим. Вот до такого состояния вы обваливаете в муке. Вот взяла и спокойно положила. Вы видите, я вот беру все ложкой. А почему я ложкой беру? Ну, чтобы они примерно были одинаковые. Вот. И точно так же обваливаем. Вот уже у нас масло потрескивает. А когда будем отправлять? Ну, сейчас будем отправлять. Давайте. Раз потрескивает, значит, Пора. уже можно. Да. Вот мы теперь вот так их немножечко полепим. Делаем кругляшочки и отправляем. Красиво. Вот еще некрасиво, Ну вот но будет, будем да? надеяться, что будет красиво. Сильно их не расплющивайте так, чтобы в пальчик толщиной они у вас были. Ну и наблюдаем, да, за ними? Ну да, теперь не спеша, они гореть у нас не будут, будут поджариваться аккуратненько. Вот. Не пристают к сковородке. Вот. И пока сейчас вот это заложим, они у нас будут обжариваться, а мы следующую порцию будем Готовить. готовить. Хорошо. Так, у нас уже внизу они Просятся перевернуться. да? перевернуться. И мы их Переворачиваем. пальчиком вот так и переворачиваем. Обалдеть. Как же вкусно пахнет. Ванилькой пахнет. Да всем тут пахнет, я не знаю уже чем, но пахнет мамой. Мамой пахнет. Да, Хорошо, что пахнет. да. А то ты меня позорил в детстве. Расскажи эту историю. Как там было, что когда сколько Это, тебе было? ну, тебе было 2,5 года, я тебя в садик везла. Ага. Вот. И мы в автобусе ехали, нам военный мужчина уступил место. Я тебя на ручки взяла, а ты на него смотрел, он на тебя внимания не обращает. У тебя голос такой звонкий был, когда ты был маленький. Детский. Да. И ты как крикнешь на весь автобус, а народу полно было. Чем воняет? Мамой воняет. И весь автобус упал. И самое интересное то, что ты не понимал, сколько я тебе говорила, что есть воняет, это неприятный запах, а когда пахнет, тогда это приятный запах. У тебя было все воняет. Да, а ты еще расскажешь, ну давай в следующем видео расскажешь про случай с яблоком. Каким яблоком? Ну, где я откусывал, да, у кого-то? Да. Ну, это в следующий раз, да? Это не яблоко, а булочка была. Булочка, да, в следующий раз, в следующий раз. Мы В следующий раз. Хорошо. А то ж... Мы меняли на яблоки. Да. Ну, да, но это другая история. Да. Уже можно снимать. Видите, они и с той стороны, и с Покажи этой нам. стороны. О, Ага, я о. переверну. Очень хорошо, красота Да. какая. Пожалуйста. Неописуемая.
И видите, они как орешки. Ух ты. Хотя вот творог такой был не густой, да, а зажариваются и форму приобретают. Заложу следующую порцию, точно так же обваливала я в муке. Можно использовать повторно, да? Кладу муку? Ну, конечно. Не, в масло то же самое. А, масло, да, вполне еще хватает. Жду не дождусь попробовать эту прелесть. Со сметанкой. Ну, вообще. Я еще любил со сметанкой и сахарком. С медом можно, со сгущенкой можно, кто как любит. Ну, дети редко любят мед. Хотя я очень любил, но Да. тот, который именно на пасеке, Да, дедушка. скачанный только. Да, дедушка когда скачивал, а ты же Это ему было вкусно. помогал. Как мог. Да. Ну, крутился во всяком случае там, и пчелы тебя хорошо кусали. Любили. Навещали, да? Да. Итак, дорогие мои, сырники наши готовы. Ух ты. Вот это да. Мы их сделали с любовью для вас. Да. А вы Угощайтесь. теперь готовьте и угощайте своих близких, друзей и знакомых. Детей. О, Да. это очень вкусно. Да. Ну, мы же попробуем сейчас? Конечно, дорогой мой, Хорошо. обязательно. А то я уже Сейчас. напрягся, думаю, что это ты, похоже, прощаются. Нет, не прощаюсь. Еще не прощаюсь. Вот я режу его, наш сырничек. Так. И пробовать, да, И будем? будем пробовать. Они у тебя какие-то осенние, опаловые, как-то так вот, такие замшевые. Немножечко. Замшевые, точно. Точно замшевые. Вкусно, лизунчик. Все очень вкусно. Да. Так, и я, наверное, Они не очень сладкие. солененькие, да, Да, чуть-чуть? чуть-чуть соленовастенькие. Ага. И А, это приятно, мне? Вот, конечно. спасибочки. Мгм. Кушай. Ну, что сказать, как всегда, 5 баллов. Ну, спасибо, сыночек. Класс. Спасибо большое. Если любите, кстати, сладенький, то Немножко больше сахара да, можно немножко, или прибавить. немножко меньше соли, но, наверное, сахара лучше. Или просто можно с медиком, вообще будет классно, да? Да, Так что кто-то просил запеканку. Запеканка, кстати, тоже будет, да? Да, обязательно. Но вот кто-то просил сырники, много раз кто-то. Многие из Да. нас, из вас. Вот, пожалуйста. ну что я вам хочу сказать. Будем прощаться. Всего вам хорошего, Да. здоровья вам, вашим семьям, вашим детям и всем вашим близким. Всего вам хорошего. Пока-пока. Пока-пока.